Виниловый сайдинг – все, что нужно знать про материал, выборы, монтаж и уход. В статье собрана вся информация о том, что такое виниловый сайдинг для наружной отделки дома. Вы узнаете о том, что он собой представляет, о его преимуществах и недостатках. Сможете ознакомиться с похожими видами отделочных материалов и особенностях монтажа данного материала. После ознакомления с этой информацией вам будет проще выбрать лучший виниловый сайдинг и заказать его установку. Что такое сайдинг и для чего он используется? Сайдинг, изготовленный из любого материала, всегда является отличным решением для наружного оформления постройки. Существует огромное множество самых разных цветов, форм и фактур, что создает возможность подобрать именно тот вариант, который наиболее подходит вам. К тому же широкий диапазон цен позволяет заказать отделку дома на любой кошелек. Можно сказать, что любой современный сайдинг нужен для выполнения двух функций – защиты дома от влаги и ветра, а также для декоративной отделки. С первой задачей материал отлично справляется благодаря своей прочности и отличной стыкуемости. При правильной укладке он обеспечивает полную герметичность, что напрочь прекращает попадание влаги на стены и на слой утеплителя. Кроме того, есть большой выбор моделей сайдинга, устойчивых к ураганному ветру и значительному физическому воздействию. Приятный и актуальный внешний вид же делает постройку более совершенной в плане эстетики. Есть возможность подобрать наиболее подходящий цвет и рисунок, похожий на любой строительный материал. Но есть и другие модели, созданные для оформления под вагонку, кирпич или даже натуральный камень. Такие листы монтируются и стыкуются между собой, при этом каждый следующий сегмент дополняет предыдущий. При грамотной установке создается правильный и четкий рисунок, без разрывов и смещений. Для того, чтобы избежать губительного воздействия на стены водяного пара, в сайдинге делаются отверстия, предназначенные для вентиляции, но они никак не влияют на декоративные качества покрытия. Большинство производителей гарантируют, что их отделочный сайдинг будет служить не менее чем 35 лет, но существуют и модели, способные надежно оберегать ваш дом от всех внешних воздействий в течение 50-60 лет. К достоинствам облицовочного сайдинга относится еще и то, что его легко мыть. Для этого достаточно только лишь воды комнатной температуры и чистящего средства, ведь данный строительный материал не поддается коррозии и химическим воздействиям. Виниловый сайдинг и его особенности. Этот вид сайдинга изготавливается из поливинилхлорида, из-за этого он имеет достаточно большое количество индивидуальных качеств. Сайдинг из ПВХ очень гибок. Данный материал очень устойчив к воздействию солнечного света. Винил никогда не трескается. Весит такой сайдинг немного, что позволяет избежать дополнительной нагрузки на стены. Монтаж стоит недорого, потому что отличается простотой. ПВХ полностью экологически чистый материал. Он может использоваться в широком диапазоне температур от минус 50 до плюс 50. Этот вид сайдинга исключается возможностью коррозии благодаря своему составу. Свобода для дизайнерских решений дает отличная гибкость этого материала. Он может принимать нестандартные формы и сглаживать углы. Плюс еще и в том, что это качество положительно сказывается на оплате труда профессионалам, нанятым для установки отделочных материалов. Сайдинг виниловый для наружной отделки дома имеет значительно большее количество цветовых решений, чем алюминиевый, стальной или любой другой. Это связано с тем, что во время изготовления в массу для отливки добавляют необходимый пигмент. Достоинство данного метода еще и в том, что при повреждении дефект сохраняет оттенок всего остального покрытия. Сайдинг из поливинилхлорида не боится никаких видов кислот, что делает его более привлекательным для отделки зданий, расположенных вблизи хрупких химических производств. Сегменты могут устанавливаться и вертикально, и горизонтально. Даже при больших температурах этот вид отделочного материала не испускает никаких вредных элементов, но перед его монтажом обязательно следует подбить стены дополнительным слоем утеплителя, расположенным непосредственно под листами. К сожалению, как и все другие материалы, такой сайдинг имеет и свои минусы. Если сравнивать с другими материалами, ПВХ довольно плохо переносит физические нагрузки.
А самым важным недостатком является то, что при повреждении одного участка его нельзя будет заменить, не прибегая к демонтажу соседних. Но все же такой сайдинг для внешней отделки дома можно назвать удачным и выгодным решением. Какой еще бывает сайдинг? Существуют и другие виды сайдинга для наружной отделки. Они обладают неповторимыми качествами, а также относятся к разным цветовым категориям. Исходя из широкого выбора, любой может приобрести отделочный материал, наиболее удовлетворяющий его подходящим для данного экстерьера. Давайте уже рассмотрим, из чего же может быть выполнен сайдинг. Деревянный сайдинг имеет довольно высокую цену и изготавливается из натуральных лиственных и хвойных пород. Самое главное достоинство в том, что это полностью экологичный и безвредный отделочный материал. Используется он в комплексе с дополнительным слоем теплоизоляции. Существует три вида деревянного сайдинга: фальшбрус, блокхаус и корабельная доска. Укладывается покрытие ровно стык в стык, но у него очень много недостатков. Самые серьезные из них — это недолговечность, неустойчивость к влиянию окружающей среды и повышенная вероятность воспламенения. Керамический сайдинг только начинает входить в моду в нашей стране, при том, что этот материал имеет сравнительно невысокую стоимость. Он отличается качеством и надежностью. Основную часть массы для производства таких листов составляет глина. Также в состав могут добавляться некоторые примеси, улучшающие его характеристики. Сайдинг из керамики не наносит никакого вреда здоровью и не вызывает аллергию. Выглядит же он очень красиво и привлекательно. Алюминиевый сайдинг отличается очень высокой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям. По этим характеристикам он может обеспечить самые лучшие среди всех отделочных материалов показатели. Весит данный вид очень мало и может использоваться для отделки многоэтажных зданий, не создавая дополнительные нагрузки на стены. Минусом алюминия является повышенная стоимость, но она компенсируется отличной влагостойкостью и огнеупорностью, что обеспечивает данному виду отделочного материала очень хорошую долговечность. Существует еще огромное множество различных материалов для производства сайдинга, например, оцинкованная сталь или составы на основе цемента, но они не нашли настолько широкого применения, как описанные в этой статье виды такого отделочного материала. Есть еще один интересный вид данного отделочного материала – цокольный сайдинг. Используется он для облицовки нижней части постройки. Это позволяет защитить основание дома от любого неблагоприятного влияния внешних факторов. Толщина такого покрытия должна быть не менее 3 мм. Части сегментов, представляющие собой узлы крепления, специально делаются более толстыми, что способствует лучшей герметизации. Цокольный сайдинг может изготавливаться абсолютно из любого материала, в том числе и из ПВХ. Кроме защиты постройки, этот вид облицовки используется и для декоративного оформления домов. Технология монтажа винилового сайдинга. На такой вид строительных работ установились довольно демократичные цены. Дело в том, что фиксировать небольшие и не тяжелые листы довольно просто и быстро. И если вы уже подобрали для своего дома наиболее подходящий вид сайдинга, то вам будет полезна информация о том, как производить монтаж виниловых сегментов. Сначала устанавливается стартовая планка. Она нужна для того, чтобы все листы первого ряда расположились по одной линии. Затем фиксируются вертикальные планки, предназначенные для того, чтобы к ним крепились составные части облицовки из сайдинга. После этого прикручиваются сами панели. Установку начинают снизу, так чтобы верхние сегменты перекрывали нижние. От этого зависит защищенность постройки от влаги и продува. Монтаж производится с помощью саморезов и дрели. При этом используют специальные сверла, соответствующие материалу, из которого изготовлена облицовка. Следующий этап – обрамление и отделка деревянных и оконных проемов. Для того, чтобы правильно и красиво выполнить эту операцию, панели обрезают, придавая им нужную форму. Самое сложное в процессе монтажа – это облицовка арок. Ее производят с особым вниманием и аккуратностью. После этого начинается монтаж всех выступающих элементов. Сюда относятся подоконники, ставни и обналичка. На этом отделочные работы для стен заканчиваются. Остается только подшить свесы кровли софитами
и облагородить фронтон. Заключение. Виниловый сайдинг – это очень удачное решение для отделки любого здания. Он может использоваться даже в условиях агрессивной среды и перепадов температур. Его состав подобран таким образом, чтобы материал не мог навредить вашему здоровью, но в то же время обладает высокой гибкостью и долговечностью. Но надо напомнить, что несмотря на простоту монтажа, в этом деле есть достаточно много подводных камней. Поэтому доверять отделку дома лучше профессионалам, которые сделают работу быстро за один раз и дадут на нее гарантию.